Прямо сейчас на своих экранах вы видите, а самое главное уже слышите новый флагманский динамический микрофон от всеми нами любимого и известного бренда Fifine. Помимо того, что сам микрофон, конечно же, обладает превосходным качеством записи и некоторыми интересными функциями, поставляется он в комплекте с, на мой взгляд, абсолютно уникальной микрофонной стойкой, в которую Fifine интегрировали подсветку. И весь этот чудесный набор называется AM8 Prod, ведь сам микрофон, на мой взгляд, является последователем того самого легендарного AM8, уверен, который вы видели у каждого второго стримера или ютубера. Ну а сегодня мы разберем с вами это устройство поподробнее. Присаживайтесь поудобнее. Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Даниил. Мы начинаем. Предупрежу сразу, пока что вы слышите микрофон таким, какой он есть на самом деле, без какой-либо обработки, без фильтров, без эффектов. Но чуть позже мы переместимся с вами в специальный софт от Fifine, в котором и попробуем наложить на этот микрофон некоторые эффекты. Начать мне хотелось бы как никогда с микрофонной стойки. Этот комплект относится к линейке AmpliGame, и если вы видели другие мои обзоры на устройства из этой линейки, то, наверное, могли заметить, что абсолютно в каждом из них есть RGB подсветка. Но то, что Fifine разместили светодиоды прямо в корпусе этой микрофонной стойки, этого пантографа, на мой взгляд, является новшеством. Когда я увидел на фотографиях эту микрофонную стойку, то сразу подумал, что это та же самая пресловутая, всем известная микрофонная стойка, вот этот вот пантограф с любого маркетплейса буквально за 300 рублей, но когда я распаковал и установил вот этот пантограф, я понял, что принцип самой конструкции, он один в один, точно такой же, все до мельчайших деталей, но само исполнение, само качество материала, толщина металла и вообще, в принципе, размер профилей совсем другие. Микрофонная стойка от Fifine вызывает гораздо больше доверия по прочности своей конструкции, ну и, конечно же, подкупает то, что она с подсветкой, которую можно настроить с помощью кнопочки, которая находится прямо на пантографе. Давайте чуть-чуть позже я вам это продемонстрирую, потому что когда нажимаешь на эту кнопку, прекрасно все слышно в микрофоне. А мы пойдем дальше и вернемся к этому немножко попозже. Поставляется комплект вот в такой аккуратной красочной коробке с ручкой, что очень удобно, на мой взгляд, и, само собой, в ярком, привычном нам дизайне серии AmpliGame от Fifine. Внутри вас будет ждать сам микрофон, кронштейн для крепления микрофонной стойки к столу, сама микрофонная стойка, кабель USB Type-C Type-A для подключения микрофона к компьютеру и также сама микрофонная стойка уже с проводом USB Type-A, который можно подключить куда угодно для того, чтобы подсветка работала. Хотите к компьютеру, хотите к какому-нибудь блоку через тот же USB сразу в розетку, все это у вас будет прекрасно работать. Ну и, конечно же, большая инструкция, большой мануал с картинками, где все хоть и на английском только языке, но интуитивно благодаря этим картинкам понятно, что правильно, как подключить, куда нажать, чтобы у вас все работало. Кстати, сами кабели и для подключения микрофона к устройству, и для подключения микрофонной стойки имеют два разъема, не только USB Type-A, но и USB Type-C, что, на мой взгляд, очень удобно, потому что во многих ноутбуках, во многих материнских платах есть разъемы Type-C, и чтобы вам не занимать лишний Type-A разъем, можно сразу же подключиться к USB Type-C. Ну что ж, перейдем к самому микрофону. Он достаточно большой, достаточно объемный такой. У него очень приятный, очень мягкий, очень качественный поп-фильтр для того, чтобы всякие разные взрывные звуки, ваше дыхание, какие-то посторонние шумы не так отчетливо проходили в этот микрофон. Ну и по размеру, как я уже и сказал, он достаточно большой. Не помню я, какой по размеру обычный AM8. У меня тоже был на него обзор, можете посмотреть, но складывается такое впечатление, как будто он еще больше. Само собой, микрофон с подсветкой. Я думаю, что на этом акцентировать отдельное внимание мы уже не будем. Подключить его можно через USB к PlayStation, к ПК на базе операционной системы Windows или же к устройству на базе операционной системы macOS. Помимо USB, его можно подключить через XLR разъем к любой звуковой карте или микшеру, чтобы качество записи вашего голоса было еще
лучше. И чуть позже мы с вами обязательно сравним то, как этот микрофон записывает через USB и XLR. Помимо всего прочего, на корпусе микрофона есть маленькая кнопка для регулировки той самой подсветки. Режимов здесь просто огромное количество, можно ее совсем отключить, кто не любит все это. Ну и 3,5 миллиметровый разъем для того, чтобы вы могли слышать себя в режиме реального времени, тем самым мониторя запись своего голоса, чем я прямо сейчас и занимаюсь, то есть подключил наушники и без какой-либо задержки прекрасно себя слышу. Ну и, конечно же, невозможно не заметить и пройти мимо огромный регулятор, который находится на лицевой стороне этого микрофона. С помощью нажатия на него и поворотов вправо и влево можно переключаться между 3 режимами настройки. Первый режим будет отвечать за то, насколько громко вы слышите себя при мониторинге через подключенные в 3,5 мм разъем наушники. Второй режим позволяет сразу же на микрофоне регулировать его чувствительность. И третий режим — это уже привычная для Fifine фишка — регулировка громкости между игрой и чатом. То есть когда вам нужно, чтобы либо игру было больше слышно, либо ваших собеседников в каком-нибудь, например, Дискорде, вы выбираете эту функцию и регулируете соотношение громкости одного к другому. Прямо сейчас у меня включена функция регулировки чувствительности микрофона, и давайте я вам продемонстрирую, как это происходит. Я уменьшаю чувствительность, мы можем это видеть, в первую очередь слышать, а во-вторых, видеть на светодиодной панели, которая находится прямо над этим регулятором. Чтобы все было максимально визуально понятно, это микрофон динамический, поэтому очень важно найти ту самую золотую середину, выставить оптимальную чувствительность и понять, на каком расстоянии от него лучше находиться, чтобы ваш голос был четким и в то же время не записывались какие-то разные посторонние ненужные звуки и шумы. Вот так вот звучит максимальная чувствительность этого микрофона. Я думаю, что вы слышите какой-то фоновый шум, который здесь у меня в комнате находится. Я не буду опять-таки говорить сильно громко, чтобы не травмировать ваши уши. И вот в каком-то таком режиме, на такой чувствительности мы с вами остановимся. Абсолютно аналогичным способом с помощью нажатия на этот регулятор вы выбираете, что вам нужно настроить. Чувствительность микрофона, что мы сделали сейчас, громкость в наушниках и соотношение звука игры к чату. А вот эта светодиодная панель, располагающаяся выше переключателя, выполняет не только функцию отображения всего того, что происходит. С помощью нажатия на нее можно, сказал я, выключить микрофон. Она сенсорная и поэтому максимально бесшумно и максимально незаметно в нужный вам момент вы можете замьютить микрофон. Как у самого микрофона, так и у микрофонной стойки огромное количество вариаций подсветки. Парочку давайте я вам сейчас продемонстрирую. Почему парочку? Да потому что вот такой вот звук раздается, потому что все это единая конструкция, и микрофон прекрасно улавливает то, что происходит на его основании. Ну и с самим микрофоном точно так же. Здесь тоже очень много всяких разных вариантов подсветки, которые, я уверен, можно выбрать вообще просто-напросто на любой вкус. И если мы будем держать нажатым долго эту кнопку, как на микрофоне, так и на микрофонной стойке, для более строгой атмосферы, так скажем, да, и для тех, кто не любит эту подсветку, ее можно просто-напросто выключить. Один из режимов подсветки на самом микрофоне — это реакция на ваш голос и реакция на то, что слышит микрофон. Когда он ничего не слышит, подсветка не горит. Когда я начинаю говорить, или в него попадают другие любые звуки, то микрофон, так скажем, начинает вам об этом сигнализировать. Здорово, здорово. Вариантов здесь огромное количество на любой вкус. А сейчас я предлагаю переместиться в специальный софт, который совсем недавно был разработан Fifine и в тестировании которого мне даже удалось принять
участие до того, как состоялся релиз этого программного обеспечения. Там мы сможем еще немножко раскрыть возможности этого микрофона. Вот так выглядит эта программа. На лицевой стороне вся информация, вся продукция, ознакомиться поподробнее, приобрести и так далее. Но нас интересуют другие вкладки. Вкладка «Мастер-синтезатор». Кстати, отдельное огромное спасибо Fifine за то, что все на русском языке. Да, немножко криво, да, немножко топорно, но тем не менее можно понять, что же здесь нам предлагают сделать. Вкладка микшера, то есть все то, что я говорил немножко раньше, можно отрегулировать, можно выставить разную громкость, можно выставить разные каналы звука и так далее. Здесь мы долго останавливаться не будем. Если вы начнете использовать это устройство, если кого-то из вас оно заинтересует и кто-то приобретет, то я уверен, здесь вы сможете все настроить под себя. Управление подсветкой тоже без проблем все это делается не только с помощью физической кнопки, но и в программном обеспечении. Ну и для микрофона, на мой взгляд, самые интересные последние две вкладки. Вкладка с эквалайзером. Для того, чтобы нам запустить ее, нужно разблокировать микрофон, выбрать его, соответственно, и у нас доступна вкладка эквалайзера. Здесь вы можете сделать со своим голосом все, что угодно с помощью вот этой вот кривой. Есть также уже какие-то пресеты готовые, назначенные. Допустим, вот смотрите, мы, получается, не на вывод, а на ввод включаем, чтобы наш голос был, чтобы он изменялся. Можно включить режим сбалансированный, можно включить режим какого-то бродкаста, да, трансляции. Вот это вот, что я не знаю на английском языке. Clarity, возможно, это... Ладно, я не буду тут блистать своими знаниями английского языка. Вот, пожалуйста, более глубокий голос. Это то, что я люблю. Абсолютно статичная, не то чтобы статичная, абсолютно дефолтная. Прямая, ровная, меньше каких-то частот. Я думаю, что вы это слышите. Ну и, соответственно, можно вот до такой степени прям сделать, если кому-то для записи надо, да, если кому-то надо для того, чтобы поговорить таким голосом или что-то сымитировать, можете выбрать вот такой вот режим. Но, на мой взгляд, вот более глубокий такой вот, мне всегда звук нравился, и всегда даже в своих видео я на постпродакшене, так скажем, потом обрабатываю голос и звук с микрофона так, чтобы он был немножко поглубже. Ну и смотрите, свойства самого микрофона. Мы можем как включить, так и выключить ему, пожалуйста, подсветку и выбрать режимы вот здесь, вот те самые, да, вот, пожалуйста, я переключаюсь, меняется цвет, давайте, чтобы вам было нагляднее, вот такой вот мы включим, и вы видите прекрасно, что я здесь все могу поменять. Также прямо в программе, не обязательно используя сенсорную кнопку на самом микрофоне, мы можем таким образом включить вот и все прямо здесь, прямо из софта. Не знаю, на мой взгляд, вот тут вот, но гораздо удобнее, чем кто-то там лезть в программу и что-то выключать. Но тем не менее, да, функция эта тоже здесь присутствует. Ну и можно включить режим шумоподавления. Такой тоже есть. И прямо сейчас я вам предлагаю это сделать. Сейчас вы слышите уже меня с включенным режимом шумоподавления. Вот я не знаю, на монтаже потом, конечно же, я услышу поподробнее, но то, что я слышу сейчас, на мой взгляд, работает неплохо. Как бы да, какие-то звуки заглушает, старается снизить вообще посторонний шум до нуля, но и при этом качество самой записи, конечно, не такое, какое оно без каких-либо там фильтров, без каких-либо настроек. Если вы хотите, чтобы все писалось хорошо, лучше позаботиться о том, чтобы вокруг вас была тишина и ничего лишнего в микрофон не попадало. Ну а если уж совсем это сделать невозможно, то данная функция тоже здесь присутствует, и в некоторых ситуациях она очень и очень полезная. Что мы с вами еще не сделали? Правильно, мы не послушали этот микрофон, подключенный к микшеру, к звуковой карте через XLR. Прямо сейчас давайте это сделаем, ну а потом сравним подключение микрофона через USB и через XLR. Микрофон теперь подключен через XLR кабель. Вот он, огромный разъем, вот он, толстый провод. Я думаю, что вы сразу же увидели. И как ни крути,
услышали разницу. Потому что да, микрофон может быть очень хорош при записи через USB, и этот микрофон к таким относится. Безусловно, у него превосходное качество записи при подключении к устройству через обычный USB кабель. Но, конечно же, когда микрофон подключен через XLR в специальный микшер или во внешнюю звуковую карту, качество записи немножко лучше, и оно отличается от USB непосредственно. Конечно, когда мы подключаем этот микрофон через XLR, пропадают все возможные вот тут вот регулировки, настройки чувствительности, да, там громкости, замьютить нельзя, подсветку включить, прошу прощения, и так далее, потому что USB кабель предусматривает, да, какое-то питание, а XLR, к сожалению, нет. Ну и чтобы более отчетливо это услышать, я вам предлагаю сравнить два типа записи через USB и через XLR посредством произношения одного и того же текста, но с разными, так скажем, отрывками. Напомню до сих пор, что и сейчас запись производится без какой-либо обработки. Профессиональный динамический микрофон Fifine AmpliGain AM8 Pro представляет собой современное решение для стримеров, подкастеров и контент-мейкеров, требующих высокого качества записи звука. Устройство оснащено кардиоидной диаграммой направленности, что обеспечивает эффективную изоляцию голоса от фоновых шумов и помех. Прочная конструкция гарантирует долговечность и надежность в эксплуатации даже при интенсивном использовании. Технические характеристики микрофона впечатляют своим разнообразием и функциональностью. Встроенный поп-фильтр эффективно снижает нежелательные призвуки при произношении взрывных согласных, а регулятор громкости на корпусе позволяет быстро настраивать уровень записи без обращения к программному обеспечению. Эргономичный дизайн и продуманная комплектация делают его идеальным выбором для профессиональной работы со звуком. В набор входит антивибрационный подвес, ветрозащита и крепление на пантограф, обеспечивающие комфортное использование устройства. По ссылке в описании вы сможете подробнее ознакомиться с этим микрофоном и комплектом в целом. Ну а у меня на сегодня для вас все. Всем огромное спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что с выбором кому-то помог. Берегите себя и своих близких. Всем удачи. Всем пока.